Над горами медленно опускалась ночь. Морозный ветер, пахнущий хвойной смолой, пронизывал склоны, а длинные тени скрывали вершины и тропы. По извилистой тропинке шла женщина. Ее шаги были тяжелыми не от усталости, а от горечи потери. Это была Лидия, вдова 40 лет, недавно лишившаяся мужа. Долгие годы совместной жизни оставили после себя только пустоту. Люди в деревне выражали сочувствие, но Лидия чувствовала лишь жалость, которая ранила сильнее любого слова. В ее руках была корзина с хлебом и теплый платок, подарок соседке. Она шла в горы, чтобы хоть на время уйти от воспоминаний и чужих взглядов. Вдали показался одинокий дом, из трубы поднимался серый дым. Здесь жил пастух Борис, которого все в деревне считали странным стариком. Он жил в горах десятки лет, пас овец и редко спускался к людям. Лидия замерла, но холод и усилившийся ветер заставили ее двигаться дальше. Вскоре появился Борис, высокий седой мужчина с добрыми глазами в старом тулупе с посохом в руке. Он пригласил ее в дом, чтобы согреться. Дом был прост, но уютен. Старая кровать, печь с трещащим огнем, полки с травами и хлебом. Борис налил Лидии горячего молока, и тепло медленно растопило ее внутренний лед. Старик говорил спокойно и без жалости, делясь своей историей. Когда-то он тоже потерял семью и ушел в горы, чтобы жить среди природы. Его слова давали Лидии надежду. Жизнь не кончается с потерей любимых, она продолжается, но с другим светом. Ночь бушевала за окнами, а в доме царило необычное спокойствие. Лидия впервые за долгое время почувствовала себя не одинокой. Наутро она проснулась от запаха хлеба и треска печи. Борис принес молоко и яйца, и в ее сердце зародилось тепло и легкость. Они молча завтракали, слушая ветер в еловых кронах. Лидия ушла, но знала, всегда может вернуться. Со временем Борис открыл дом для тех, кого мир забыл – сирот, стариков, вдов. Лидия помогала ему, и дом стал настоящим приютом. После смерти Бориса его слова остались на двери. «Сердце не стареет, пока умеет согревать других». Дом продолжал жить, согревая души тех, кто искал тепла и надежды. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.